Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке мы будем вязать цветочную сумку крючком. Для работы я приобрела вот такую рафию. Впервые пробую рафию от бренда Овца ББ. В упаковочке там шло 2 моточка, но я уже с этого начала пробовать вязать. В одном моточке у нас 100 грамм, 100 метров. Да, вот таких 2 моточка, плюс еще шли вот такие вот образцы. Ну, вообще, это, как по мне, это крученая, это не образцы, это как крученая рафия разных цветов. Но вообще они используются для упаковки, для украшения. И понадобится нам также крючок номер 4, я буду использовать. И у меня есть вот такой вот ремешок, я его тоже приобретала на ВБ. Все артикулы оставлю в описании под роликом. Сумка вяжется совсем несложно. Все покажу и расскажу в данном видеоуроке. Так что не переключаемся. Так, сумочка моя будет состоять из цветов. Такая цветочная летняя сумочка желтого цвета. Покажу, как вяжется цветочек, и далее покажу, как соединять их между собой. Делаем кольцо амигуруми. Захватываем нить. Провязали петлю, и далее в кольцо мы провязываем 5 столбиков без накида. Именно 5. То есть вот эту петлю мы не считаем, а считаем 1, 2, 3, 4 и 5. Из такой рафии вяжу впервые. Она немного отличается от другой рафии, от рафии Испи, от крученой, от бумажной. Совсем другая рафия, но вяжется, в принципе, приятно, легко вязать из нее. Так, смотрите, у вас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5. 5 вот этих вот петелек. Соединительной петлей идем в первую. Сделали соединительную петлю так, чтобы в итоге потом наше кольцо состояло 1, 2, 3, 4, 5, 6 из 6. Воздушная петля подъема под петлю 1, под каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. Сюда провязали 2 столбика. 1, 2, 1, 2. То есть всего, чтобы у нас было их 12 столбиков без накида. Под каждую петлю мы делаем прибавку и провязываем по 2 столбика. 1, 2. И вот это у нас последняя петля. Она такая была соединительная, но мы под нее тоже провязываем. 1, 2. Все. У нас получается такое ровное колечко. Под первую петлю второго ряда соединительную петлю делаем. Вот мы провязали 2 ряда. Все ровненько. Далее вяжем 3-й ряд. Мы набираем 2 воздушные петли. Следующую петлю мы пропускаем. То есть через одну мы соединительной петлей такие вот небольшие арки делаем. 1, 2. Одну пропускаем. Под следующую соединительной петлей. 1, 2. Всего должно у нас получиться 6 арок. 1, 2. Одну пропускаем под следующую. Так, 1, 2, 3, 4, 5 арок. Далее делаем 2 воздушные петли. И сразу под первую арку, первую, которую мы делали в 3-м ряду, мы соединительной петлей закрываем. Все, у нас есть 6 арок. Переходим к вязанию 4-го ряда. Итак, вяжем 4-й ряд. Мы соединительной петлей зашли сразу в первую арку, когда закрывали 3-й, и далее набираем 4 воздушные петли. 3, 4. Делаем накид, и в эту же арку вытянули вот так
провязали 1, провязали 2. То есть получаются такие вытянутые столбики с одним накидом. Вытянули, провязали. Всего в арку делаем 5 столбиков с одним накидом. 3, 4 и 5. Далее 1, 2, 3, 4 воздушные петли у нас, и мы идем сразу в следующую арку. Набираем снова 3, 4 воздушные петли, делаем накид, вытянули, два, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, спускаемся вниз и не в эту арку, а в следующую сразу идем соединительным столбиком. Вот таким вот образом снова набираем 1, 2, 3, 4, вяжем 3-й лепесток. Всего у нас будет 6 лепестков. Два, 3, 4, 5. И снова спускаемся вниз в следующую арку и довязываем еще 3 лепестка. Я покажу, как закрыть этот ряд. Итак, смотрите, довязываем цветочек. Вот у нас 6-й лепесток. У нас ведь было ровно 6 арочек. И теперь вот связали 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом и спускаемся вниз. 1, 2, 3, 4. В эту же арку последнюю мы соединительной петлей и обрезаем нашу нить, нашу рафию. Я вот так вот обрезала и вытягиваю ее наизнанку. Все, первый цветок у меня готов, а в принципе здесь на изнанке их можно связывать на узелок, и тогда уже обрезаем. Вправляете хвостики, вот так вот я связала, хвостики спрятала и обрезала. Мы связали первый цветок, остальные цветы мы будем присоединять друг к другу. То есть сейчас я вяжу второй цветок и вам покажу, как они присоединяются. Нам всего понадобится таких 15 цветочков. И далее я вам еще расскажу, как свяжется наше донышко. То есть вот первый цветок, остальные цветы мы присоединяем в полотно. Сейчас все покажу и расскажу. Итак, когда вы начинаете вязать второй цветочек, не довязывая первый лепесток, ну, либо не первый, второй, смотрите, когда у вас 1, 2, 3, 4, 5, уже набрано 5 столбиков с накидом, вы вытягиваете петлю, берете лепесточек на первом цветочке, и вот здесь, где у вас были воздушные петли, 1, 2, 3, 4, да, в самую верхнюю, вот так вот мы его захватываем, петлю, протянули и провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли и идем в следующую арку соединительной петлей. Набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли и присоединяем за краешек второго лепестка, опять же в этом же месте, то есть где у нас, вот видите, вершинка, такая, уголочек. Присоединили и в эту арку набираем столбики с одним накидом, вот такие вытянутые. 1, 2,
3, 4, 5 и спускаемся вниз. Так, то есть первую полосу мы будем делать вот так вот в двух местах, присоединяя лепестки. А далее вот у нас каждая полоса как бы состоит из 5 цветов. Вот здесь я должна была уже 5-й цветок соединить вот таким вот образом. Вот за эти краешки. Вот, когда вязала 5-й, я специально не соединяла, то есть я просто вам покажу здесь наглядно, что первый ряд мы соединяли так, как я показала, за уголочки лепестков в двух местах. Когда первый ряд цветов связали, не довязывая 5-й, мы потом должны были все в круг скрепить. Нижний ряд цветов снова вяжем и присоединяем уже вот здесь вот край 1, край 2 и за следующий цветочек. То есть в процессе вязки самого цветочка. Раз, два, в 4 местах. За эти краешки и здесь связали цветочек. Следующий цветок мы снова здесь присоединили. Раз, два, раз, два. Здесь уже и вот в этих вот местах. В 6 местах, да. Вяжем новый цветок. Снова раз, два, три, 4, 5, 6. И так далее. Нам надо 3 ряда таких цветов. Соединяется между собой за вот эти краешки, как я вам показала. Только при вязании уже 5-го цветочка и в первом ряду, и во втором ряду, когда, видите, у меня здесь пока 4, когда буду вязать 5-й, я его сразу буду присоединять, чтобы вот здесь у меня будет 5-й. И здесь я сейчас распущу и присоединю вот так вот лепестки. И когда буду вязать 5-й, я уже соединяю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прям за 8 краешков. Вот, это у меня 2 ряда. А можете сразу еще присоединять 3-й ряд, а потом уже, закруглить. Потому что всего будет у нас 15 цветов, 3 такие вот ленты цветочные. А дальше я уже вам покажу, как мы красиво перейдем к донышку. Итак, после того, как вы связали 15 цветочков, вы их соединили вот в такую сумочку. То есть 3 ряда по 5 цветов. И за лепестки, так как я вам показывала. Сейчас нам надо обвязать эти цветы, чтобы прийти к ровному полотну, и далее мы с вами свяжем донышко. Смотрите, как я обвязываю. Вот наш лепесток, берем, начинаем с верхнего лепестка. Так, вот посерединке у меня 3 петли, 1, 2, 3. Начнем мы с этих обвязывать. Вытянули. Провязали воздушную петлю и сюда же провязали столбик без накида. Так, следующую тоже столбик без накида, 3-й столбик без накида. Далее столбик, полустолбик с накидом, следующую петлю, и столбик с одним накидом. Вот сюда спускаемся. Так, идем к этим лепесткам, которые вот так вот у нас идут в углубление. И здесь мы провязываем 1, 2, 3 по 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 на одном лепестке. Вот эти пропускаем, не трогаем. Берем вот эти вот крайние столбики, крайние петли и провязываем тоже 3 столбика с одним накидом. 2 и 3. Далее идем на лепесток, который вот так вот сверху, как мы начинали вязание, и делаем накид, заходим вот в эту петлю и провязываем столбик с одним накидом. То есть все будем провязывать точно так же. Верхние вот мы таким образом. Далее идет у нас полустолбик с накидом. 3 столбика без накида. 1, 2,
3, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом. Все, то есть над верхним лепестком мы вяжем так. Столбик с одним накидом, полустолбик с одним накидом, 3 столбика без накида, полустолбик с накидом и столбик с одним накидом. Лепестки, которые в углублении, мы снова по 3, раз, два, 3, 3 столбика с накидом на одном лепестке, раз, два, 3 и 3 столбика на другом. Раз, два, 3. Раз, два, 3. По прямой, как я и говорила, здесь у нас будет столбик с одним накидом, полустолбик с одним накидом. То есть все точно так же, как я вам показала. Полустолбик, 3 столбика без накида, раз, два, 3 и снова полустолбик и столбик с одним накидом. Все, вот эти угловые вы уже тоже знаете, как вязать. По 3 столбика с накидом здесь, по 3 здесь. Итак, довязываем первый ряд обвязки. Мы начинали просто провязывая сначала 3 столбика без накида, поэтому нам здесь остается провязать еще столбик с накидом и полустолбик с накидом, чтобы у нас уже прям все ряды были ровные. Так, мы соединяем, я вытягиваю петлю и иду сюда вот под первую петлю. Так, вытянули. Вытянули петлю, провязали столбик без накида. И еще пройдемся ряд столбиками без накида. Все, этот ряд просто столбики вяжем. Итак, проверьте еще, чтобы должно получиться у вас 66 столбиков без накида. Я уже обрезала нить, когда провязала последний столбик, потому что мы сейчас переходим к вязанию донышка. То есть мы вот здесь формируем последнюю петлю. Все, вытянули, спрятали хвостик. Сейчас начинаем вязать донышко. Итак, у нас там получилось для донышка 66 столбиков. Да, мы будем с вами вязать дно круглое. Изначально набирая 13 столбиков с одним накидом. Итого мы свяжем 5 рядов. У нас получится 65 столбиков. То есть сделаем просто одну дополнительную прибавку. Делаем кольцо. Я вот таким вот образом провязываю первый столбик, провязав воздушную петлю, вытягиваю, завожу снова. В принципе, если не получается, можете просто вязать обычные столбики, обычные воздушные петли. Далее в кольцо мы провязываем еще 12 столбиков с одним накидом. То есть всего вместе с первым столбиком должно быть 13. Итак, у нас получается 13 столбиков с одним накидом. Кольцо хорошо стягиваем. Еще стянуть, чтобы не было внутри никакого отверстия. Итак, когда все стянули, смотрите, как закрываем ряд. Вот эта петля у нас длинная. Мы заходим с изнанки в вершину первого столбика. И вот так вот на изнанку вытягиваем нашу ниточку. Вытянули и хорошо все подтянули.
Заходим опять же под вершину первого столбика, вытягиваем вот такую длинную нить, подкручиваем, захватываем эту петлю и вот так вот провязываем первый столбик с накидом. Да, по правилу идеального круга следующий ряд у нас должен увеличиться тоже на 13 столбиков. То есть мы под каждую петлю должны провязать прибавку по 2 столбика с одним накидом. Еще в эту же петлю провязываем второй, и под каждую петлю мы провязываем по 2 столбика с одним накидом. Это будет у нас второй ряд. Просчитайте обязательно, когда провяжете 2 ряда, чтобы у вас получилось 26 столбиков с накидом. Итак, провязали второй ряд. Мы снова находим вершину первого столбика. Вот эту петлю вытянули. Здесь хорошо все подтянули. Переходим к вязанию третьего ряда. Здесь у нас между прибавками будет еще один столбик. То есть мы сейчас в эту петлю провязываем один столбик, под следующую петлю мы провязываем прибавку. То есть теперь тоже чередуем, и в этом ряду 26 плюс 13 у нас должно быть 39 столбиков без накида. Просто чередуем одиночный столбик с одним накидом и прибавка. Итак, до конца ряда, это у нас третий ряд, всего у нас будет 5 рядов. Так, просчитайте, после вязания третьего ряда должно получиться 39 столбиков с накидом. Переходим на новый ряд, опять заходим в вершину первого столбика. Вот так хорошо стянули, захватываем нить, перекрутили, провязали первый столбик. Я сразу сюда делаю прибавку. Теперь между прибавками у нас будет 2 одиночных столбика. Раз, два. Мы провязываем их как раз над прибавкой предыдущего ряда. И далее у нас снова идет прибавка. То есть мы чередуем прибавка и 2 одиночных столбика. Это у нас четвертый ряд. Раз, один, один и прибавка. Вяжем самостоятельно до конца, четвертый ряд. Итак, переходим на пятый ряд. А в пятом ряду у нас должно получиться не 65, а 66. То есть мы должны еще одну лишнюю прибавку сделать. 66 столбиков с накидом. Да? То есть мы сейчас уже расстояние между прибавками у нас 3 столбика. То есть 3 одиночных провязываем и прибавка. 2, 3 одиночных и прибавка. И так вяжем целый пятый ряд, но в конце мы должны будем провязать в конце тоже 3 одиночных, и последняя должна быть прибавка. А мы сделаем 2 одиночных и 2 прибавки. Вот так вот. То есть сейчас просто вяжем снова 1, 2, 3 одиночных столбика и прибавка. И так вяжем до конца ряда. В конце я покажу вам. Мы сделаем одну дополнительную прибавочку, чтобы у нас получилось 66 столбиков с накидом. Итак, смотрите, в конце, вот потому что вообще при вязании 5 рядов у нас должно получиться 65 столбиков с накидом, да, но нам нужен еще один дополнительный столбик, поэтому мы провязываем 2 одиночных столбика и делаем 2 прибавки, чисто потому что нам нужен еще один дополнительный столбик. Сюда прибавку и сюда еще прибавку, и все.
Снова вытягиваем петлю. Протянули. А теперь присоединяем к основному полотну. Смотрите, вот это наша сумочка, лицо. Вот это тоже наша лицевая часть. То есть мы прям присоединять будем с лицевой частью. Вот так вот, как мы захватили вот эту петельку. Нить у нас внутри. Мы захватываем полупетлю на полотне сумки и полупетлю на донышке и провязываем. Причем, чтобы эта косичка, строчка у нас была ровной, мы по очереди. Сначала мы первую петлю брали с основного полотна, а вторую с донышка. Теперь наоборот. Тогда косичка наша, она будет у нас такая более ровная, скажем так. Чередуем. Теперь снова на основном полотне. Теперь на донышке. Вот, количество петель у нас здесь должно совпасть, поэтому у вас должна идти вот такая ровная косичка между полупетлями. Пробуйте, соединяйте. Так, где мы там остановились? Так, еще раз. Один раз мы полупетлю берем на полотне, вторую полупетлю мы берем на донышке. И делаем вот такую косичку. Так присоединяем донышко. Итак, смотрите, у меня остается последняя петелька. Так, я провязываю, захватываем нить. Все, я свою нить уже обрезала. Да? То есть я сейчас ее вот так вот вытягиваю. Иду под первую эту петельку нашу. И с изнанки захватываем, просто делаем красивую петлю. Вот захватили с изнанки. И там спрятали. Там уже хвостик спрячете. Получается вот такое круглое донышко. Место соединения вот такая косичка. Да, теперь смотрите, в этом месте, так как у меня 5 цветов, вот, то есть у меня получается вот этот цветочек, а с этой стороны вот, ну, как бы 2 цветочка. Да, можно, в принципе, пришить кнопочку пришивную сделать, да, и вот этот цветочек, он будет, как бы, сюда можно пришить бусину, в принципе, любую. То есть это как бы имитация замочка, да, у меня здесь будет бусина, а там будет кнопочка. И все, я одену только ремешок и покажу вам готовый результат. Итак, прикрепила ремешок. Я просто за карабины, кольца не использовала. Пришила кнопочку вот таким вот образом. То есть у меня здесь посередине цветок. И все-таки, пока ходила пришивать, все-таки использовала мелкие черные бусины, чтобы они вот так вот гармонично сочетались с ремешком. Ну, плюс еще частично. Можно вообще в каждом цветочке украсить серединку бусиной. Можно было ставить такую прозрачную. Тоже красиво. Так, по размерам пройдемся. Сумка по граммам абсолютно невесомая, где-то 160 грамм. От второго моточка у меня вот что осталось. То есть сюда понадобится, в упаковке там как раз идет 2 мотка. Итак, по размерам пройдемся. Смотрите, ширина получается у нас 19 сантиметров. Высота получается 22 сантиметра. Вот такая красивая, невесомая летняя сумочка получилась. В принципе, если вы будете вязать из какого-то другого материала, можно связать просто из рафии, из полиэфирного шнурочка 3 мм, 2 мм. Можно делать полосы не из 5 цветочков, как у меня 3 полосы из 5 цветочков, можно из 6, то есть как угодно. Украшать тоже можно как угодно. Можно частично где-то серединки выделить, можно в каждом цветочке выделить серединку. Вот такое круглое, красивое донышко. По желанию сюда опять же шьется подкладка, но, как по мне, для летней сумки она, в принципе, и не обязательна. Если была вам полезна, если вам понравился мой мастер-класс, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.